Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Меня зовут Юзеф Дуберман. По профессии я социолог. И всю свою сознательную жизнь, понятно, что я интересовался и занимался социологической проблематикой. Я давно достаточно живу на этом свете, и так получилось, что, по сути дела, я прожил в очень разных социальных пространствах. Вообще время у нас такое, оно ускоряется. Это очень, очень важно уметь приготовиться к тому, что оно изменчиво. Мы часто очень живем, предполагая, что вот всю жизнь будет то же самое, что было с нами вчера, сегодня, завтра. Но иногда обнаруживаем, что вокруг, в отношениях людей, в конфигурации социальных процессов что-то изменилось. И очень важно, очень необходимо уметь вписываться в эту новую социальную реальность. Это все равно, что если вы существуете, там, скажем, в физическом пространстве, вы едете по дороге, вы заправили свою машину, отремонтировали ее, приготовили к дальней поездке, посадили туда всю свою семью, детей, внуков, жену, мужа. Набирайте скорость и едете. Вокруг вас привычные пейзажи, привычное вам покрытие. Потом где-то через 10, через 15 километров вы замечаете, вдруг что-то изменяется неуловимо. И эти изменения все более и более нарастают. Они удивительны. Вокруг вас незнакомый пейзаж, покрытие совершенно другое. Рядом с вами едут какие-то транспортные средства, которых вы никогда не видели в жизни. Даже сами знаки, которые регулируют движение на этой вашей дороге, меняются. Исчезают старые знаки, известные вам, понятные вам. Возникают какие-то непонятные, и вы теряетесь. Вы не знаете, что делать. И это грозит дорожно-транспортным происшествием, как минимум. Точно так же и в социальном пространстве. То есть в том пространстве, в котором поселился, живет и двигается весь человеческий мир и разные его сегменты. Он меняется. Он не может не меняться. Но при этом обнажаются какие-то проблемы, которые, может быть, были терпимы вчера. Появляются новые совершенно проблемы, незнакомые, которые несут угрозу комфорту, несут угрозу к самому существованию, может быть. То есть они чреваты социальными катастрофами. Об этих проблемах мы постараемся порассуждать с вами и подумать, как их избежать, как их понять сначала, потом как их избежать, а потом, может быть, и как перестроить то социальное пространство, в котором мы живем, таким образом, чтобы оно стало более комфортным, более приемлемым с точки зрения каких-то базовых вещей. В этом отношении я, во всяком случае, избегаю размышлений на примере таком, что лучше, капитализм или социализм. Долгое время мир был расколот на два, по сути дела, идеологических лагеря, которые между собой состязались и воевали. Чем это кончилось, вы знаете, ничего хорошего не произошло из этого. Но или, там, предположим, что лучше, демократическая власть или диктаторская политическая система. Об этом можно рассуждать, но мне это не очень интересно. Мне кажется, что это достаточно банально. И выливается это вообще в некоторые выводы о том, что свобода лучше, чем не свобода. Ну и ладно. А важнее, мне кажется, другое. Важнее концентрировать внимание на анализе того социального пространства, в котором мы живем и в котором существует весь наш человеческий мир. А под углом зрения базовых, важных
значительных ценностей социальных, к достижению которых мы стремимся. И анализу этих ценностей на фоне тех угроз, опасностей, с которыми встречается человеческое общество, и которые не дают достигать этих ценностей достаточно полно и адекватно. Вот об этих вещах мы хотим с вами поговорить, посоветоваться с вами, изложить свою точку зрения на этот счет. И я думаю, что мы не будем останавливаться перед тем, что если в процессе этого анализа будут возникать какие-то идеи, может быть, не очень стандартные, может быть, парадоксальные, непривычные, мы на них тоже обратим внимание. Почему? Потому что вот мы живем сейчас в представлении и в ощущении таком, что весь человеческий мир сейчас стоит на пороге смены основных парадигм своего устройства. Почему? Мы же с вами, каждый из нас замечаем. Я полагаю и думаю, что, вообще говоря, в мире есть достаточно много того, что называется мозговыми центрами. Да? И люди, которые размышляют на эти темы, наверное, советуются друг с другом. Но, может быть, они советуются очень потихоньку, не очень рассказывают еще пока о своих идеях. Мы тоже с вами создадим такой think tank, мозговой центр, и посоветуемся о том, как эти проблемы научиться решать. Спасибо вам.